Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова, как всегда, на канале Грибоед. Сейчас у нас зима, но необычно теплая зима. Честно говоря, за свою жизнь я такой зимы еще не видел. И сейчас в наших лесах очень активно произрастает такой зимний гриб, как фламулина или зимний опенок. Поэтому о фламулине сейчас говорят буквально все. Заядлые грибники в соцсетях различных, блогеры в своих блогах, авторы каналов на ютубе, в общем, все. Потому что фламулина растет очень и очень активно в лесах. А я решил попробовать вырастить у себя дома. Но я решил вырастить необычную фламулину, то есть не такую, какую вы можете встретить сегодня в зимнем лесу. Я поставил перед собой задачу вырастить фламулину именно такую, которая выращивается в странах Азии. Именно оттуда пошли традиции по культивированию этого гриба к нам. Конечно, проще всего вырастить в квартире зимний опенок на грибном блоке, что я и собираюсь сделать. Итак, вот грибной блок. Он прошел стадию инкубации довольно длительное время, то есть блок находился в специальном помещении при определенной температуре и влажности. И теперь я его поставлю на балкон, потому что именно на балконе сейчас самые комфортные условия для произрастания этого гриба. И теперь я разрежу пакет под самый верх. Для чего? Для того, чтобы зимний опенок у меня вырос именно в традициях Азии. А какие традиции в Азии по выращиванию фламулины? А вот какие. Они выращивают этот гриб с очень длинной ножкой и маленькой шляпкой. Совсем не такая фламулина, как растет у нас в лесу. То есть внешне, как будто это два разных гриба. Но мне очень интересно собрать урожай именно такой азиатской, можно сказать, фламулины. Срезаю пакет. Оп. Так. За счет чего ножка удлиняется? А за счет того, что гриб стремится к воздуху. Я открыл пакет, соответственно, свежий воздух поступает внутрь, внизу скапливается углекислый газ, продукт жизнедеятельности, так сказать, этого блока, субстрата, и поэтому гриб стремится вверх. Ну, соответственно, ножка и вытягивается. Ну вот и все. Теперь в таком состоянии я ставлю этот блок на балкон. Ну и буду наблюдать. Зимний опенок или фламулину выращивают в основном в большом количестве в азиатских странах. И она очень не похожа на своего лесного родственника. Если в лесу это яркие оранжево-коричневые приземистые грибочки с невысокой ножкой, то культивируемый зимний опенок совсем другой. Цвет ярким ну никак не назовешь. Ножка очень длинная, иногда до 15 сантиметров, а то и выше. А шляпка очень маленькая. У лесной фламулины ножка жестковатая, поэтому для кулинарии многие используют только шляпку. А у азиатской фламулины ножка остается такой же нежной, как и шляпка, и сохраняет в себе все полезные вещества этого гриба. Продают ее не отдельными грибочками, а целыми пучками и даже с остатками субстрата у основания ножки. Что это дает? Ну, во-первых, это удобно при упаковке и транспортировке. А во-вторых, остатки субстрата позволяют грибу дольше сохраняться и не портиться. В азиатских странах существует традиция употреблять фламулину во многих блюдах. В Китае, например, даже в школах и других детских учреждениях этот гриб в обязательном порядке входит в рацион питания детей. И не зря. Пользу от этого гриба сложно переоценить. Это мощный антиоксидант, который противостоит различным заболеваниям и улучшает иммунитет человека в целом. Подошло время собирать урожай моей фламулины. Вот! Какой прекрасный получился букетик. Вот эта часть сбоку, она еще, конечно, вырастет.
я вот так вот обрежу пленку, чтобы достать пучок вот этот сверху, который вырос. И покажу вам, как правильно собирать фламулину с блока. Потому что в первом своем видео про фламулину когда-то я ее собирал просто вот так вот, скубал нещадно. Многие мне в комментариях писали, что поиздевался над грибами. А сегодня я покажу, как правильно это делать. О! Ну, вот и все. А теперь внимание, как правильно срывать с блока фламулину. Это мне показали на ферме, где выращивают и блоки, и грибы. Вот так вот берем в жмень, в охапку, весь пучок и аккуратненько сразу все снимаем. Так. Оп. Отлично. Да. Так, вот смотрите, остатки блока немножко остались на ножках грибов. Это нормально, это даже хорошо. С такими остатками блока фламулина лучше сохраняется и дольше сохраняется. Так, все, здесь сверху можно почистить. И я ставлю дальше этот блок в то место, где он у меня стоял в квартире, для того, чтобы выросла вот эта вот замечательная кучка. Мне стало интересно, сколько же весит моя фламулина. Так. Поехали. Так, целый пучок сейчас взвешу сразу. Оп. 254 грамма. Неплохо. Дело в том, что этот блок будет давать еще несколько раз урожай, как минимум. Ну, во-первых, вырастет вот эта кучка, которая сбоку у меня растет на блоке. Ну и сверху тоже будут пробиваться пучки зимнего опенка обязательно. А вы никогда не пробовали фламулину в сыром виде? Я лесную пробовал, зимний опенок. Сейчас эту попробую тоже. Очень вкусная. Имеет такой сладковатый привкус. Слегка. По вкусу, да, по вкусу напоминает именно лесную фламулину чем-то. Это правда. Ну что ж, друзья, до встречи на канале Грибоед. Всем пока.